Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Трейлер обновленной Silent Hill 2 явно не особо впечатлил фанатов оригинальной игры. Многие даже говорили, что лучше бы ремейка вообще не было, чем то, что показали. Но Петр Бабена, глава компании Bloober Team, которая занимается проектом, заявил, что он со всей критикой абсолютно согласен. Но проблема тут вовсе не в игре, а в тех, кто занимался маркетингом компании Konami. Цитата. «Этот трейлер совершенно не отражает дух игры. Показанное не соответствует как ранним версиям, так и тому, что мы имеем сейчас». Конец цитаты. Петр просит дождаться геймплейной демонстрации, после которой игроки, скорее всего, изменят свое отношение к ремейку. Все это может быть подтверждением слухов, что в Konami просто надергали футажей из старых сборок. Вообще, неприятно, конечно, когда твою работу представляют совсем не так, как нужно. А учитывая, что Konami последнее время делает с франшизой, буду только рад, если у Bloober Team все получится. Sony опубликовала свой финансовый отчет, и из него мы узнали вот что. Несмотря на то, что квартал до 31 декабря прошлого года стал рекордным для компании в плане выручки, многие другие показатели оказались не столь хорошими. Например, суммарные продажи PlayStation 5 к концу финансового года вряд ли достигнут запланированных результатов. Вот вам чуть-чуть конкретики. Больше всего денег Sony Interactive Entertainment зарабатывает именно с продаж консолей – 33%. Всякие разные микротранзакции приносят компании 24%, а продажи игр в цифре составляют 20% дохода. Дисков же продают чуть больше, чем год назад, но все равно очень мало, только 6%. За все время продали 54,8 миллиона PlayStation 5, хотя PlayStation 4 за тот же период разлетелась тиражом более чем в 57 миллионов. Но все это не так интересно, как заявление инвесторам. Sony не планирует выпускать новые игры по своим большим франшизам весь следующий фискальный год, до 31 марта 2025 года. Так что, если вы ждали нового Паука, Ластуху или God of War, то точно не в ближайшее время. Вчера вышел сборник ремастер первых 3 частей Tomb Raider, и издание Digital Foundry уже успело разобрать, что там к чему в технологическом плане. По мнению специалистов, обновленная версия очень хорошо передает дух оригинала и избегает ошибок, которые были в переиздании, например, GTA. В издании похвалили разные мелкие детальки, анимация ртов, которой вовсе не было в изначальной игре, имитация отскоков света и все такое. Производительность хороша на всех платформах, на Switch даже есть 60 FPS и Full HD. Из минусов отметили некую прерывистую дрожь экрана на ПК, что, впрочем, лечится переключением пункта в драйверах видеокарты и, скорее всего, будет исправлено. Игроки в Steam тоже довольны результатом. Сейчас там у игры 88% положительных отзывов. А еще в сборник завезли дубляж на русский язык. Короче, если хотели потрогать классическую Лару, то повод отличный. Особенно учитывая, что геймдизайнером ремастера оказался, внимание, наш автор Даур, который вам всем прекрасно известен, и его, как большого знатока Лара Крофт, позвали присоединиться к проекту. Не в последнюю очередь, потому что он делал историю серии Tomb Raider. Мы об этом не знали и выяснили это вчера на стриме, так что поздравьте его в комментариях. Deep Rock Galactic Survivor вчера вышла в раннем доступе в Steam. Если не в курсе, то это автошутер по типу Vampire Survivors. Пещеры на планете Хоксас процедурно генерируются, а вы в них убиваете жуков. Чем глубже погружаетесь, тем сложнее приходится. Все как обычно. На старте доступно 4 класса, 40 видов оружия, 3 биома, 20 врагов и довольно обширная система прокачки. Находиться в раннем доступе Deep Rock Galactic Survivor планируется от 6 месяцев до 1 года, а после выхода в релиз цена может вырасти. Сейчас за проект просят 346 рублей. В комплекте идут русские субтитры. Рекорды бьет недавняя Helldivers 2, пиковый онлайн которой перевалил уже за 200 тысяч игроков в Steam одновременно. Сейчас шутер занимает второе место среди игр 2024-го, уступая только Palm World с ее невероятными 2 миллионами. В связи с такими успехами студия Arrowhead Game даже расширяет штат, планируя увеличить количество и качество обновлений Helldivers 2. О планах на эти самые апдейты пока не распространяются, потому что продолжают бороться с проблемами серверов. Но разработчики уже точно сказали, что в Helldivers 2 никогда не будет соревновательного мультиплеера, потому что это строго кооперативная игра. По словам директора студии, это сделано для того, чтобы снизить число токсичных личностей в комьюнити. И так-то решение понятное. Я вот пока не поиграл, так что если уже попробовали, отпишитесь, как оно там.
Разработчики The Cosmic Wheel Sisterhood решили отпраздновать День Святого Валентина необычным конкурсом, где главным призом стало коллекционное издание игры. Дело в том, что в него входит большой космический силиконовый, назовем это щупальца. Думаю, вы прекрасно поняли, о чем речь. Суть в том, что фанаты игры были недовольны тем, что главная героиня не может завести роман с древним левиафаном Абрамаром. И вот таким образом разработчики решили дать победителям возможность почувствовать удивительную силу монстра. Теперь студия разыгрывает 3 набора «Запретная любовь Абрамара», куда кроме главного большого приза входит также набор карт Таро. Если интересно посмотреть, то ищите заметку у нас на сайте. Такое показывать здесь не стоит. Компания Microsoft заколлабилась с авторами второй Дюны и представила дополнение для Microsoft Flight Simulator. Помимо возможности попасть на планету Аракис и полетать на орнитоптере Атрейдос, добавили целых 6 специальных миссий. 5 испытаний на время и 1 спасательную операцию, где нужно спасти инструктора от песчаной бури. Дополнение, что приятно, бесплатное, так что, если интересно, то зайдите, заберите. Помимо этого, в Твиттере компания сейчас разыгрывает Xbox Series S, стилизованный под новый фильм, и геймпад, который левитирует на специальной подставке. Выглядит клево, я бы не отказался. Да и фильм посмотреть я тоже не прочь, но он только в марте запремьерится. А вот на сайте stopgame.ru можно уже посмотреть много чего, так что не забывайте к нам заглядывать. А вечерком залетайте на стрим по Dawn of War 3. Всем замечательного дня и приятного аппетита, если там не позавтракали еще.